Всем привет! А с вами, как всегда, Мистер Текро. Сегодня мы будем говорить об аниме в самом смешном жанре, а именно аниме в жанре комедия. Мы все любим время от времени посмеяться, именно поэтому я сделал подборку 5 аниме, которые, на мой взгляд, очень смешные. А перед началом просмотра подпишись на канал, поставь лайк и не забудь нажать на колокольчик. Всем приятного просмотра. Первое аниме, которое хотелось бы отметить, это «Слабейший монстр». Есть также альтернативное название «Я непосредственность, я просто дикий монстр». Аниме начало выходить 16 апреля 2023 года и на данный момент еще выходит. Жанрами аниме является комедия, приключения, экшен, фэнтези. Коротко об аниме. Дун-Дун – поклонник игры «Лазурное небо», но однажды он оказывается в другом мире, где он самый слабый монстр. Но ему повезло, что на его обратил внимание Баббл и взял его под свое крыло. Дальше начинаются увлекательные приключения, где Дун-Дун заводит новых друзей и находит единомышленников. Он хочет помочь им вернуться домой, и они вместе ищут выход из этого мира. Теперь мое мнение по поводу аниме. Аниме интересное, красочное и довольно простое. Из того, что уже вышло, могу сказать, что аниме легкое и не заставляет тебя задумываться о смысле жизни или о чем-то в этом роде. Но самое главное, оно очень смешное, поэтому любителям комедии должно понравиться. К просмотру советую. Второе аниме, о котором я расскажу, это «Президент студсовета Горничная». Аниме 2010 года. Жанрами аниме являются комедия, романтика, сёдзю, школа. В аниме 26 эпизодов по 24 минуты. Старшая школа Сейка, бывшая недавно исключительно для юношей, среди девушек заслуженно пользуется дурной славой, несмотря даже на то, что с недавних пор она стала обычной, и теперь в нее принимают и девушек. Учащихся девушек тут меньшинство, и живут они в постоянном страхе перед парнями-хулиганами. Задавшись целью покончить с этим, Мисаки Аюдзава добивается поста председателя школьного совета и решительно начинает борьбу с хулиганами, мечтая превратить школу в уютное и безопасное для девушек место. Среди мужского населения школы она быстро приобретает репутацию дикой мужененавистницы. Между тем, семья Мисаки очень бедна. Чтобы жить хоть более-менее достойно, Мисаки приходится работать по вечерам. Из-за хорошей оплаты Мисаки устраивается в Майден-кафе. На ее беду, за этой работой ее застает Такуми Усуи, очень популярный среди девушек парень, которому регулярно признаются в любви. Впрочем, он холоден к признаниям и доводит этим девушек до слез, чем очень раздражает Мисаки. А завтра ей идти в школу, где все могут узнать о ее работе, и жизнь Мисаки будет разрушена навсегда. Мое мнение об аниме. Аниме пусть и не новое, но смотреть вы будете его с удовольствием. Комедийных моментов в аниме достаточно. Для любителей романтики здесь тоже есть на что посмотреть. Да и в целом аниме с приятной рисовкой и неплохой задумкой. К просмотру советую. Следующее аниме, которое я хочу посоветовать, называется «Этот замечательный мир». Первый сезон аниме вышел в 2016 году, но по сей день различные ответвления аниме еще выходят. Аниме в жанре комедия, приключения, фэнтези, пародия. В аниме 2 сезона оригинальных и несколько сезонов и фильмов с общими персонажами или ответвлениями. Коротко о сюжете. Так уж получилось, что жизнь Казумы Сато, хикикамори, увлеченного видеоиграми, оборвалась в результате дорожно-транспортного происшествия. Такая вот суровая плата за хороший поступок, за спасение человека. Однако, очнувшись, парень вдруг понял, что жив-здоров, а перед собой увидел симпатичную девушку, Акву, представившуюся богиней. Вопреки ожиданиям, богиня не произнесла, мол, ну-ка, парень, сгруппируйся, сейчас тебя на небеса отправим. Напротив, девушка едва ли не сразу стала объяснять, что ищет героя, способного победить какого-то там злобного владыку демонов, и тем самым спасти какой-то там другой мир. И уж больно этот какой-то там мир был похож на видеоигру, что безусловно подкупало. Значит, гляди, продолжала Аква. Если согласишься, можешь взять с собой одну любую вещь или способность. Хочешь меч из хвоста неведомого чудовища, хочешь силу горного великана, ну так что выберешь? Долго Казума думать не стал. Выбираю тебя, сообразил он, чем тут же выбил навязчивую богиню из колеи. Так начинается приключение странного хикикамори,
скучной и незадачливой богини по чужому и неприветливому миру, где Казума попытается начать новую мирную жизнь, на время позабыв, что зло здесь никогда не дремлет. Мое мнение по поводу этого аниме. Данное аниме, наверное, одно из самых смешных, хоть и местами есть нелепые или натянутые шутки. Это аниме не дает надолго заскучать. Смотрится легко, главные герои яркие, музыка неплохо поддерживает атмосферу сериала, аниме смотрится очень быстро. В аниме ты не воспринимаешь все всерьез, но порой авторы доносят через героев и дельные вещи. К просмотру советую. Подумав, я решил добавить еще одну новинку, которая достаточно веселая, ну и в то же время серьезная. И наоборот. Аниме «Папаши-дружбаны». Недавно Лумари делала АМВ на это аниме. Если интересно, вы можете его найти на канале или перейти через подсказки в правом верхнем углу. Аниме выходило 7 января 2023 года по 1 апреля 2023 года. Аниме в жанре экшен-комедия. В аниме 12 эпизодов по 24 минуты. Коротко о сюжете. Работа наемного убийцы требует немало профессионализма, но у напарников-киллеров Кадзуки Курусу и Рея Сувы с этим ладится не очень. Так, на очередном задании они случайно столкнулись с малышкой Мири, отправившейся в незнакомый город на поиски отца, и по стечению обстоятельств вынуждены были оставить ее у себя. С их ненормированным рабочим днем, плавающим графиком, отсутствием стабильности и постоянным риском для жизни, даже забота о кошке становится серьезным вызовом и превращается в неразрешимую проблему. Что уж говорить о настоящем, живом 4-летнем ребенке. Смогут ли двое друзей, хозяйственный, но ответственный игроман Кадзуки Курусу и мрачный, но добросовестный затворник Рей Сува, воспитать девочку, не нанося при этом вреда обществу, своей работе и, собственно, той самой девочке? Что я могу сказать об данном аниме? Аниме смешное, интересное. Мари так вообще милота, юмор отличный. Давно так не смеялся. К просмотру советую всем. И последнее аниме в данной подборке — это «Подручные Луизы Нулизы». Аниме выходило с 2006 года. В аниме 4 сезона, включающие в себя суммарно 49 эпизодов. Жанрами аниме является комедия, приключения, экшен, романтика, эти, школа. Коротко об аниме. Луиза. Юная волшебница, обучающаяся в магической академии Тристейн. Из-за своей неспособности правильно использовать магию, а заодно из-за размера груди, ее прозвали нулевой Луизой. В начале 2-го года обучения ученики академии проходят специальный ритуал вызова фамильяра. В ходе этого ритуала начинающий маг призывает себе верного слугу и партнера, который обычно является каким-то магическим существом. Несмотря на желание иметь лучшего фамильяра, чем у своих одноклассников, в итоге Луиза вызывает Сайта Хирагу, обыкновенного японского школьника. И хотя они оба не хотят принимать друг друга, у них нет иного выбора. По правилам ритуала, Луиза не может призвать другого фамильяра, а Сайта не может вернуться назад в Японию. Теперь им предстоит каким-то образом уживаться друг с другом. Немного моего мнения. Рисовка и анимация вот здесь реально мое почтение. Для тех лет просто супер. Главный персонаж не раскрыт, а отношения между Луизой и Сайто больше похожи на привязанность, а не химию любви. Хотя это я, наверное, придираюсь. Но если вы просто хотите поднять себе настроение и получить бурю эмоций, это аниме для вас. В основном мне понравилось. Не каждый гаремник может удержать зрителя на протяжении всех 4 сезонов. К просмотру советую. Ну вот и все. Надеюсь, было интересно. Пишите свои комментарии по поводу этой подборки. Будет интересно почитать. А с вами был Мистер Текро. Смотрите хорошее аниме. До скорого!